Здорово, живые Dead Inside. Недавно вышло новое интервью с разрабами The Forest and Night Games, и я сейчас вам его переведу, и вот он видос. Вопрос первый. Мы получили много информации о новой механике смены сезона. Изменит ли, повлияет ли она на поведение каннибалов и мутантов? Будут ли сезоны варьироваться по своей длине? Ответ. Да, каннибалы будут менее охотно выходить на длинные вылазки, когда будет холодно, так что поменяется и многое взаимодействие с ними. Некоторые слабо, некоторые сильно. А визуально они тоже делают их собственные костюмы во время зим, чтобы пережить холод. На самом деле это довольно интересная информация. Хорошо, что смена сезонов не просто визуально влияет на мир, но и я предположу, что поскольку мы сможем увидеть местных жителей, делающих броню, то и сможем увидеть их строящих там деревни или делающих оружие. Вопрос номер 2. Как вы улучшили систему пещер в Sons of the Forest по сравнению с первой частью? Ответ. Мутанты намного интереснее в пещерах в этой новой игре. Вместо того, чтобы стоять на одном месте, они бродят по пещерам, некоторые строят гнезда, другие идут за водой, когда хотят пить, так что вы никогда не узнаете, где они и чего ждать. На самом деле это довольно классное нововведение. В первой игре, даже если ты не задумывался, то все равно появлялось чувство, что мутанты стоят в одном месте в пещерах. А тут это исправили, и играть действительно станет интереснее. А насчет гнезд, я даже не представляю, как это будет выглядеть. Вопрос номер 3. Как дикая природа и охотничьи механики были расширены в Sons of the Forest? Ответ. Охота похожа на Forest. Вы можете создавать копья или позже найти оружие дальнего боя, чтобы убивать большинство животных. Или можете создавать ловушки, чтобы поймать их. Если честно, я надеялся на чуть больше изменения, но будем ждать хотя бы того, чтобы анимация и взаимодействие с мобами было приятно. Вопрос 4. Улучшили ли вы механику плавания и подводный мир? Ответ. Мы многое пробовали с плаванием, в том числе с тем, чтобы волны действительно толкали игрока, но в игровом процессе это больше разочаровывало и раздражало. В итоге пришлось минимизировать этот эффект настолько, что игроки его скорее всего даже не заметят. На самом деле, смотря на этот ответ, я понимаю, что все же приятность геймплея для них важнее, чем красота или суперреализм. Я бы сказал, что это хорошо, ибо большинство людей так и будет играть, на расслабоне на чиле. Люди в наше время становятся все казуальнее и казуальнее, сами того не замечая, так что надеюсь, что от этого игра не пострадает, а станет только лучше. Вопрос номер 5. Возможно ли, что у игрока теперь может быть больше болезней? В Форесте персонажу становится плохо, когда тот только покрыт кровью. И в добавлении к холоду, будет ли перегрев персонажа влиять на опыт взаимодействия игрока и его статистику? Ответ. То, как холод, а также еда влияет на игрока, было очень изменено в сравнении с тем, как это работало в первом тайтле. Тут мне нечего сказать, ибо сразу заметно, что жар не будет влиять на игрока, и это одновременно и печально, и хорошо, ибо не придется обращать на это внимание. Хотел бы подписчикам и спонсорам высказать спасибо за то, что находитесь со мной и смотрите все мои видео, не только по Форесту. Спонсоры, люблю вас. Вопрос номер 6. Как улучшился HUD игрока? Поскольку новая игра выглядит настолько реалистично, будет ли HUD менее заметным? По типу смарт-часов, чтобы видеть стату хп и голода. Ответ. HUD изменился со времен The Forest, но его нет на смарт-часах или подобном. Но на этот раз у вас есть портативный GPS, который работает так же, как его аналог из реального мира. Понятное дело, что скриншота нового интерфейса мы не получим, но классно знать, что он изменился по сравнению с первой частью. Вопрос номер 7. Будет ли большая часть истории происходить в пещерах, как в Форесте, или она будет более сбалансирована между поверхностью и под землей? Ответ. В этот раз больше истории будет раскрываться на поверхности, но подземная часть тоже расширилась, и это теперь не просто пещера. Поскольку карта будет в 4 раза больше, как отвечали End Night в других интервью, то это на самом деле довольно хорошо, что большая часть истории будет происходить наверху, а пещеры будут не такими скучными. Вопрос номер 8. Вы рассказали имена первых 3 мутантов, которых мы видели. Вирджиния, Пальцы и Близнецы. Как вы называете 2 последних раскрытых в 3-м трейлере? Ответ. Джон 2.0 и Слаги. Или я его перевел как Вялыч.
Я адаптировал имя и, надеюсь, довольно хорошо. В общем, вот это Джон 2.0 или последователь Джона, ну или червя из первой игры. И я предполагаю, что он будет встречаться довольно редко. А это, наверное, Вялыч. Так что рад знакомству. Вопрос номер 9. Улучшили вы горную среду? Можно ли взобраться на горы, которые мы видели в трейлерах? Ответ. Да, большинство гор, показанных в трейлерах, проходимо. Вот это действительно офигительный вопрос, и он имеет не менее офигительный ответ. Так что остается надеяться на то, что в горах можно будет строить и выживать. Вопрос 10. Будут ли оружия ржаветь или тупиться, чтобы их надо было чистить и точить? Ответ. Нет, мы считаем, что и то, и другое сделает бой раздражающим. На самом деле я не расстроен этим ответом, так что мне норм. Далее идет самый задаваемый вопрос от комьюнити, но мне кажется, это просто максимально идиотский вопрос. Вопрос 11. Поскольку в последнем трейлере показан брутальный и детализированный эффект воздействия на каннибалов, отрубаются руки и головы от тела, будут ли над ними казни как в Doom? Ответ. Заготовленных казней нет, но как игрок вы можете отрубить любую часть тела, которую захотите, при условии того, что у вас достаточно острое оружие. Как я и говорил, вопрос максимально идиотский, и от него ожидать ничего не стоило. Просто это все равно, что сказать, вон в Форесте можно отрубать что-то ноги, руки, поэтому почему бы вам не сделать казни как в Думе? Это даже, я даже не представляю, как это смотрелось бы. Вопрос номер 12. Несмотря на то, что игра выйдет на ПК, хотели бы вы выпустить и Sons of the Forest на консолях? Ответ. С радостью хотели бы снова релизнуть игру на консоли, но пока что сосредоточены на ПК-версии, делая из нее лучший вариант самой себя. Для консольщиков это колющая правда, но пора принять, что ПК лучшая платформа. Для консоли игру, наверное, придется ждать в течение полугода-год, в лучшем случае, поэтому лучше уже покупать игру на ПК. Вопрос 13. Покажете ли системные требования игры, или покажете ли вы их в ближайшем будущем? Ответ. Они будут релизнуты на странице игры в Steam. Вот это интересные вопросы, так что смотрите другие интервью, узнавайте больше об этой игре и спонсируйте канал. Буду благодарен.